Летом 2020 года многие белорусы сами пытались попасть в избирательные комиссии, чтобы честно считать голоса на выборах в августе. Мы собирали подписи соседей и подавали заявления в исполкомы и администрации районов. Но удалось это единицам. Представители нелегитимной власти имитировали голосование за кандидатов, исход которого был известен заранее. В избирательные комиссии, как тогда казалось, попали только лояльные Лукашенко люди. Но даже среди людей, тщательно отобранных сторонниками Лукашенко, нашлись люди, которые честно считали голоса на выборах. Нашлись люди, которые не пошли на преступления против своих соседей и сограждан. В том числе благодаря честным людям в избирательных комиссиях мы смогли собрать исчерпывающие доказательства фальсификаций на выборах в августе 2020 года. К сожалению, комиссий, которые сфальсифицировали результаты в 2020, было больше. И все мы знаем, каким последствиям привел обман на выборах. Преступления отдельно взятых участников комиссий привели к ужасающим репрессиям, убийствам мирных белорусов, пыткам, десяткам тысяч задержанных, почти 1000 политзаключенных, к десяткам тысяч вынужденно уехавших из Беларуси. Какие вообще преступления совершали члены избирательных комиссий, и на какие преступления режим снова будет их толкать уже на референдуме? Члены избирательных комиссий, которые подписали протокол с заведомо недостоверными сведениями о результатах выборов, тем самым совершили непосредственно либо в качестве соучастника преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 128, 130, 192 и 357 Уголовного кодекса Беларуси. Что делать? Если вы были в избирательной комиссии в 2020 и не будете в 2022 году, выйдите на связь с нашими партнерами, сообществом «Честные люди», и расскажите свою историю, если до сих пор этого не сделали. Мы зафиксируем вас как честных членов избирательных комиссий. Если вас позвали считать голоса на референдуме, соглашайтесь и выходите на связь с нашими партнерами, сообществом «Честные люди». Так вы не только избежите давления, многих заставляют идти в комиссии под различными предлогами и угрозами, но и поможете демократическому движению и не станете соучастником преступления. Соглашайтесь и выходите на связь с сообществом «Честные люди». Ваша информация изнутри будет крайне полезна. Вместе мы сможем помешать нелегитимной власти реализовать свои планы и снова обмануть белорусов. У нас, у каждого, всегда есть выбор. И сейчас этот выбор не про политику, он про ценности, которые определяют каждого из нас как человека, от которых зависит наше будущее и будущее наших детей. И поэтому я, Павел Латушко, обращаюсь к вам, будущие участники избирательных комиссий. Сделайте правильный выбор. Перечеркни фальсификации. Проект, который помогает избирателям познакомиться с теми, кто отвечает за кражу их голосов, и с теми, кто может в этот раз сделать все по закону. В рамках общей кампании гражданских инициатив и демократических сил «Перечеркни референдум», «Перечеркни беззаконие» мы призываем людей оставить в урнах для голосования недействительные бюллетени. Мы понимаем, что финальные результаты могут быть искажены, но стремимся сделать фальсификацию более сложной для системы, сложной для режима. На специальном сайте, ссылка на который есть в описании к этому видео, вы можете найти участок для голосования, познакомиться с членами комиссии и теми, кто может оказывать на них давление. Сайт позволяет генерировать листовки об участниках комиссий, чтобы желающие могли помочь соседям узнать лица тех, кто считает их голоса. Данные о процессе фальсификации собраны при участии честных членов комиссий прошлых лет, а также честных чиновников, которым известны методы принуждения к фальсификации. Рядовые члены комиссии содействуют или закрывают глаза на фальсификации. Тройки, председатель комиссии, его заместитель и секретарь обеспечивают нужные цифры в протоколах. Всем процессом управляют исполкомы. Они же собирают голоса с участков под контролем КГБ. Найдите вашу комиссию и узнайте подробнее о механизмах фальсификации на специальном сайте.